Всем привет! Мы находимся в отделе Гуродекор, город Ижевск, строительный центр «Гвоздь», офис 108. Меня зовут Ольга. Мы получили пробники Тициана Делюкс. Вот тут написано так интересно. Добро пожаловать в команду. И мы будем пробовать их вместе с вами. То есть пробуем и вам показываем. Ну, насколько это возможно, конечно. Наносить будем штукатурку цементу. Вот он, этот образец. Смотрим внимательно. Если что, задаем вопросы в комментариях. Также есть в описании все ссылки, где с нами можно выйти на связь и где с нами можно общаться, задавать вопросы помимо комментариев на канале. Смотрим. Сегодня мы используем материалы Тициана. Они приехали к нам в виде пробников и некоторое количество в наличии. Используем грунт для декоративного покрытия фонда 2. Мы его наносим, чтобы сравнять цвет стены. Валиком, валик с мелким ворсом. Ну, ворс может быть 4-6 мм, крупный фасадный не нужно. Будет очень большой расход материала, если будет крупный ворс. Дальше мы наносим штукатурку. Пробуем мы сегодня вместе с вами. Впервые мы пробуем Тициана Делюкс, штукатурка декоративная цементо. То есть мы такой стиль типа лофтовый. Наносим слой пару миллиметров, более-менее однородный. Фактуру не создаем, просто стараемся более-менее однородный слой нанести. С помощью кельмы. Кельма в данном случае, если непрофессиональные, вы наносите непрофессионально, то достаточно недорогой кельмы. Берем материал на кельму и наносим однородным слоем. Повторяться про шахматный порядок не буду, мне кажется, это уже глупо будет выглядеть. Что он наносится в шахматном порядке. Часть нанесли стены, вниз уходим, часть нанесли, вправо уходим. Полосами не наносим. Только участками в шахматном порядке. Мы сейчас делаем на образце, вы у себя на стене также сделаете вот такой участок и начнете формировать рисунок. Дальше перейдете вправо, нанесете участок, продолжите формировать рисунок. Материал достаточно эластичный, работать с ним приятно. Далее нам потребуется щетка. Щетка декоративная, жесткая, вот такая. Вы можете ее приобрести, у нас они в наличии есть. Если вы не хотите разово, допустим, щетку покупать, можно использовать другие подручные инструменты, максимально подходящие. И вот так вот мы тампуем, то есть дырочки туда. В сырую штукатурку, пока она сырая, мы вот так вот тампуем. Дырочки, дырочки, дырочки. Хаотично движение, как вам нравится. То есть можно диагональные, горизонтальные. Можно просто как попало. Нам нужно оставить вкрапление туда, дырочки. Мы кельмой не вводим вправо-влево. Мы ее прислоняем и убираем. Прислоняем и убираем. Отпечатываем вот эту щетку на фактуре, пока она сырая. И когда штукатурка подсохла, не высохла, а именно подсохла, вы чистой влажной кельмой приглаживаете вот эти вот верха. И получается такой интересный образец. Он у нас сейчас абсолютно белый, можно его сделать в любом цвете. Приглаживая штукатурку, мы убираем верхние острые края и оставляем внутренность вот с такими вот дырочками. Кельма должна быть чистая, можно ее увлажнить немного и вот так вот ее причешем. Я надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайк и подписывайтесь на нас. Всем пока!